В холодном Чикаго зима была особенно жестокой, ветер свистел между небоскребами. Элисон Харпер толкала швабру по блестящему полу лобби офиса Сандерс, и каждое движение давалось с усилием. Свет потолочных ламп отражался на мраморе, как ледяные полосы, а она тихо дышала, пытаясь заглушить боль в спине и усталость, которую чувствовала всем телом. За ее спиной раздался тихий кашель. Маленькая дочка, Мия, стояла у кладовой, закутанная в свитер и шарф, связанный самой Элисон. Лицо девочки было красным от холода, дыхание трудным. Элисон осторожно уложила ее на старый спальный мешок, подготовленный в тайной квартире среди коробок. Там был фонарик, книжки и маленький перекус, маленький мир, где Мия могла спрятаться и быть в безопасности. Прошло всего несколько минут, когда Элисон вернулась с перекусом, и кладовая была пуста. Сердце ёкнуло. Она бросилась по коридору и замерла у дверей исполнительного отдела. Там стоял высокий мужчина в строгом синем костюме. Он держал Мия на руках. Глаза мужчины были полны удивления и замешательства. Мия тихо сказала «папа». Время будто остановилось. Элисон осознала, что перед ней был Колин Барретт, мужчина, которого считала погибшим 6 лет назад. Он не узнал ее и не понимал, кто эта девочка. Но для Элисон все было ясно. Ее любовь, ее утраты и жизнь, которую она построила ради Мия, были настоящими. Она почувствовала, как сердце снова оживает после долгих лет тишины, хотя этот момент разрывал ее изнутри. 6 лет назад Элисон работала в маленьком кафе на набережной Чикаго. Она встретила Колина, который пришел на время отвлечься от личной трагедии. Их любовь была быстрой, но искренней. Колин предложил переехать вместе в город, но его самолет рухнул в озеро Мичиган. Элисон узнала о своей беременности только после этого, родила Мия и вырастила ее одна. Теперь, спустя годы, Колин вернулся, живой, но чужой. Он не помнил ни Элисон, ни их лето на набережной, ни дочь, которую он никогда не встречал. Элисон держала дыхание, наблюдая, как он осторожно гладит Мия. Внутри все дрожало, любовь осталась, память нет. Несколько дней спустя Колин нашел маленький рисунок Мия, дом у озера, фигуры людей, солнце. Что-то щелкнуло в груди. Он не понимал, почему это тронуло его так глубоко. Вечером он купил мягкий золотистый шарф, случайно похожий на тот, что Элисон когда-то вязала для него. Когда он подарил его Мия, Элисон остановилась, узнав узор. Он не помнил, но что-то внутри отозвалось. Элисон держала дочь на руках в ту ночь, зная, что Колин жив, но прежний человек, которого она любила, исчез. Их прошлое было похоронено, но настоящее требовало решения идти дальше или столкнуться с привидением любви, которую они когда-то делили. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.